Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Я к вам сегодня не одна, а со сленговыми словами. Это не первое видео здесь про сленг в русском языке, но лексики много не бывает, правда? Особенно если речь идет о современном языке, который не стоит на месте. Сейчас на примерах рассмотрим несколько слов, поэтому активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. И начинаем мы со слова «напрягать». У слова «напрягать» несколько значений. Оно может использоваться в значении надоедать, утомлять, утруждать, раздражать, волновать. Когда вас напрягает какая-то ситуация, значит, что она вас беспокоит, волнует. Или когда кто-то просит кого-то о помощи, например. И человеку это может быть сложным, то есть его это действие напряжет, затруднит. Он не хочет этого делать, ему надоело, что его постоянно о чем-то просят. В общем, это то, что вызывает негативные эмоции, то, что вы будете делать с трудом. Как же меня раздражает, когда они внимательно слушают, а потом задают миллион вопросов, на которые человек, я, уже ответил. Понимаю. Как раз хотела у тебя кое-что переспросить. Может быть, могу? Но только если тебя не напряжет ответить. Вообще-то, отлично. Значит, первое, что я хотела бы спросить, это почему получилось так, а не иначе? С этим значением можно использовать не только глагол «напрягать», но и наречие «напряжно» или «в напряг». Например, фразу из диалога можно было бы построить и таким образом. Может быть, могу? Но только если тебе не в напряг ответить. То есть, если тебе не трудно. Можешь мне кое с чем помочь, если не в напряг? Да, мне не напряжно, будет тебе помочь. Да, мне не трудно, будет тебе помочь. Похожие к словам «напрягать» и «напряжно» будут «парить» и «запарно». Значение такое же. Когда что-то трудно делать, или неохота, или когда кто-то кому-то надоедает. Да ты меня уже запарила со своими вопросами, ты мне надоела. А если тебя что-то парит или напрягает, то значит, что тебя что-то беспокоит. Следующее слово «заходит». Заходит значит нравится. Например, фильм посмотрела, классный, мне зашел. То есть мне понравился этот фильм. Ты послушала плейлист, который я тебе скидывала? Да, ужас какой-то, если честно. Мне вообще не зашел. Ты же вроде знаешь мой музыкальный вкус. Как ты мне это могла прислать? Это были мои песни, которые я написала. Ой. Шарить. Не путать с англицизмом шерить, который у нас тоже есть и означает поделиться или отправить что-то в соцсетях, на почту, в интернете. Так вот, шарить значит понимать, разбираться в чем-либо. Мне нужна твоя помощь. Нам тут задание по русскому задали, я что-то ничего не понимаю. Можешь его за меня сделать? Ой, ты же знаешь, я в этом плохо шарю. Давай у Алины спросим, она точно шарит. Алин, только не Алина, пожалуйста. Объяснишь? Конечно. Итак, давайте начнем с того, как развивался русский язык. Но мне это не надо. Все началось в далеком IX веке. Этапов было много. Но подробно Спасибо. Ламповый. Люблю это слово, хоть и практически не использую его в своем лексиконе. Лампово – это про уют, душевность, теплоту. Этим словом можно описать ситуацию, обстановку, встречу, атмосферу, человека. В общем, что-то, что было приятным и дружелюбным. Ой, так люблю это место. Персонал лапочки, музыка приятная, кресла уютные. Такое оно ламповое. Это все потому, что там много ламп. Упороться или упоротый. Неадекватный, со странным поведением. Это слово часто используется в шутку, и в шутливом смысле имеется в виду, что человек находится под воздействием каких-то нездоровых веществ, и поэтому ведет себя непонятным для других образом.
Ты чего? Что-то слово дебил такое смешное. Совсем упоролась. Есть у меня еще одно словечко, но которое используется обычно в переписках. И это слово «орать». Орать в прямом смысле означает кричать, но на сленге оно означает смеяться. Когда вам дико смешно, чуть ли не до слез, хотя не обязательно до слез, и вы этим коротеньким словом можете выразить эмоцию смеха. В устной речи оно тоже используется, но чаще всего в прошедшем или будущем времени. Когда речь идет об истории, которая произошла или произойдет, можно сказать: вот это я орала, вот это мне было смешно, или вот это я орать буду, если это случится. То есть случится что-то смешное, что меня повеселит. В настоящем времени оно тоже иногда используется, но не в тех случаях, когда вы с кем-то разговариваете и начинаете смеяться. Тут и так понятно, что вам смешно. Это не надо подтверждать еще словом «ору». Это то же самое, что смеяться и во время смеха сказать «смеюсь». Но если вам рассказывают или вы рассказываете смешную для вас историю, но в данный момент смеха она у вас не вызывает, тогда вы можете сказать «ору» или «смешно», если не хотите использовать сленг. Смотри, какая смешная картинка. Да, очень смешно. Ахахахахахахах. Ору. И на этом у меня сегодня все. Если вам интересна тема сленга в русском языке, можете посмотреть про него другие видео, которые я делала раньше. Если у вас есть чем дополнить этот список, пишите об этом внизу, а заодно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Надеюсь, вам было полезно. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Ой, устала. Сложная работа артиста. Все, пока.